Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. И в гостях у нас сегодня наш, уже можно сказать, постоянный гость Тимофей Сергийцев. Все, Тимофей, я вот не знаю, как вас правильно отрекомендовать? Политолог вы, мыслитель, писатель или все вместе? Я потому что все время вот это все перечисляю, вы говорите, ну ладно, да, давайте так. А как правильно? Поэтому можете звать, у меня вышло... Поэт, вот, давайте, да. поэт Тимофей Сергийцев. Да. Ну, сегодня мы хотели, Звучит Тимофей, шикарно. с вами про кино поговорить, как ни странно. Поэтому в связи с отъехавшими, так сказать, деятелями культуры за рубежи нашей Родины, мы можем назвать вас ведущим кинокритиком, например, если хотите. Ну, я ближе все-таки к производству, потому что, во-первых, я сценарист фильма «Матч» и его продюсер. Вот как. Ну, вообще-то да. Ну, извините, я не знал. Трофим, наверное, знал. И он это- молчит. Да, Трофим Нет. вообще, да, все Так знают. что я все-таки некоторые отношения имею к этой сфере деятельности. Вот. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вообще российское кино, и вот вы как сценарист и продюсер, вы полной грудью сейчас вдохнули и ждете, когда, значит, окончательно уйдут Netflix, у всех закончится подписка и прочее, враждебные нам вот эти вот сети типа Migo.go, украинская, там, я не знаю, что еще есть. Я, честно говоря, не знаю, западные у нас какие-то активно работают, кроме Netflix или нет. Ну, в общем, западный кинопрокат свалят, и для нас откроются же какие-то неимоверные возможности по импортозамещению развлекательного киноконтента в мозгах и душах наших граждан. Но вы же понимаете, действительно место освобождается. Место для продукта освобождается, и это должно стать фактором развития отечественного кинематографа, наконец-то. Должно. Но для этого нужно еще много чего сделать. Вообще-то, я с коллегами довольно давно уже опубликовал большую развернутую статью насчет того, в чем проблематика отечественного кинематографа. И можно к ней обратиться. Пока что ничего особенно не поменялось такого, чтобы выводы, сделанные там, перестали быть актуальными. Это вообще 13-й год. Эта тема такая, довольно наболевшая, так скажем. Потому что фильм «Матч» вышел в 2012 году в прокат. Значит, его с тех пор, в общем, крутят. То есть он соответствует критерию отечественного кинематографа, который сформулировал Станислав Говорухин. А он очень простой. Значит, мы, русские, считаем, что фильм хороший, если его можно смотреть неограниченное число раз. Много раз. И вы знаете, что практика именно такова, а на телевидении под все праздники мы смотрим уже, наверное, в 1000 раз фильмы, которые нам нравятся. Значит, поэтому для нас кино – это культура. Это культурный продукт. С одной стороны. Но с другой стороны, никто же не отменял того факта, что это индустриальный продукт. Его нельзя сделать на коленке. То есть, если вы хотите сделать при всех рисках, по-любому, в отношении каждого отдельной кинопостановки есть огромные риски, что она не окупится, потому что это зависит от массы факторов. В первую очередь от даты, когда выходит фильм в прокат. Нам повезло, в кавычках, потому что прокатчик нам старался помочь. Поставил на май, под майские праздники, наш фильм. Против него вышли «Мстители» американские. Понимаете? А если вы в кино не собрали все в первую неделю или две, то можно считать, что вы ничего не собрали. А это же целая индустрия. В принципе, произвести кинофильм ничуть не проще, чем произвести самолет, например. Потому что нужна деятельность многих цехов. Это не просто творческая работа, это работа промышленная. Поэтому это промышленность, которая еще и создает культурный продукт. То, что освободилось место, и, может быть, оно так и продержится, потому что они, может, потом решат вернуться. Это, знаете, сейчас все уходят, но стараются двери оставить открытыми. Потому что
С одной стороны, это такое нервное действие, сильно поощряемое с другой стороны, что нам специально американские власти рассказывают, да нет, мы же никого не заставляем уходить. Значит, заставляем. Да. То есть тут все очень просто. Если бы не заставляли, так и не надо было бы об этом говорить. Не надо было бы оправдываться, да. Не надо было бы оправдываться, да. Вот, значит, потому что с рынка никому уходить не хочется. Это тут не надо. Никакой морали там нет. Война, не война, это никого совершенно в этом бизнесе не интересует. Значит, поэтому уходит под давлением. Давление на что рассчитано? Сейчас русские испугаются и из-за этого все прекратят. Наивное такое политическое предположение, не соответствующее действительности. Потому что ничего, конечно, из-за того, что ушли прокатные сети, ничего из-за этого, точнее, производители, которые предоставляют, да. Значит, ничего из-за этого не произойдет. Но я вот, например, знаю, что там один из наших прокатчиков, который, кстати, и нашим прокатчиком является, Central Partnership, там идут интенсивные сейчас размышления, чем быстро заменить уходящий продукт, потому что цикл производства в кинематографе это несколько лет. Да. Значит, понятно, что сегодня там освободилось место, это не значит, что мы за один день произведем то, что нужно. Да? Не значит. Есть специфические проблемы в этой отрасли у нас, которые заключались в том, что она действительно была отдана на откуп американскому продукту. Мы не применяли меры защиты этого рынка, и, кстати говоря, не просто рынка, а культурной политики, потому что сфера кинематографа прямо относится к культурной политике. Такие, например, которые Франция применяла и применяет. При всем том, что она член ВТО. Которые Китай применяет. Потому что в Китае буквально несколько десятков там, и это не 90, а скорее ближе к 30, да. Значит, всего есть релизов в год иностранных. И им предоставляют только те даты выпуска, которые не мешают китайскому продукту. Если осталось что-то, то по остаточному принципу, в этот день, в эту неделю, пожалуйста. Значит, у нас ничего пока подобного нет. Но смотрите, тут есть аргумент, или был, не знаю. Ведь с точки зрения проката, это хорошо, если бы кинотеатры были, допустим, все государственные и бесплатные для граждан. Тогда такая политика была бы оправдана. Но ведь есть инвесторы, которые вложили деньги в кинотеатр. Они занимаются бизнесом, это их бизнес, они там попкорн продают. Кинотеатры торгуют билетами, и так далее, и так далее, и так далее. С какой стати им нужно навязывать какую-то государственную политику, что им в своем частном кинотеатре вообще показывать? Если это не запрещено законом, это не экстремизм, не порнография, так пусть показывают все, что сами хотят. Это же их бизнес, а не государственный. Так и не будет никогда национального кинематографа с таким подходом. Потому что во-первых, начнем с того, что этот их бизнес пока не привел к тому, что у нас есть нужное количество экранов. Значит, у нас для того, чтобы хоть что-то окупалось, надо продавать в 10 раз больше, приблизительно. Значит, у нас количество экранов, я сейчас точные цифры не скажу вам, но оно где-то на порядок меньше, чем в Соединенных Штатах. То есть по количеству экранов на количество населения. Значит, у нас не охвачены этим делом огромная масса населения, живущей в городах 100 тысяч и меньше. Это там порядка 30 или 40 миллионов человек вообще не имеют доступа. Именно к кино. Они сейчас к экрану маленькому, на компьютере, на телевизоре имеют, естественно, доступ. Но это не кинематограф. Потому что кинематограф – это зрелище, и оно возможно только на большом экране, как кино. Значит, и что этот бизнес создал? У него был этот продукт. Смотрите, еще... Он создал эти в 10 раз большее количество экранов? Нет, не создал. Смотрите, вы говорите, не будет отечественного кинематографа, но сегодня же... Нет, он будет, только он не возникнет мгновенно. Это невозможно. Но смотрите, фильмы же снимают. И фильмы снимают с большими бюджетами. Государство это все дело спонсирует активно.
Не обязательно им окупать их даже. Деньги там можно не возвращать, в принципе. Мы знаем, Ну, Никита Сергеевич Михалков снимает большие полотна, они же не окупаются. И они не окупаются не потому, что там идет какой-нибудь Мститель, а потому что, ну, просто люди не хотят это смотреть. Ну вот давайте как бы вот все. Ну, ничего, при этом он дальше снимает. Окупаемость, да. Значит, во-первых, это слезы, то, что у нас вкладывается в эту сферу. То есть для государства, на самом деле, это важнейшая сфера, в которую оно не вкладывало денег. Ну, тут не о чем говорить, просто посмотрите, каков объем финансирования того же, например, фонда кино, или что Министерство культуры, сколько денег. Миллиард, да, ну рублей. Миллиард, ну рублей. Ну, вот поэтому, в принципе, это вообще ни о чем, потому что, ну, с чем это можно сравнить? Вот государство понимает, что, например, новости, да, и новостное вещание – это архиважная в политическом отношении вещь. Потому что в зависимости от того, как они поданы, разные выводы можно сделать из одного и того же новостного сюжета. И что-то люди увидят, а что-то они не увидят. А кино – это еще более важный на самом деле для государства в политическом отношении продукт, потому что он формирует в принципе наше представление о том, ну, какие объекты в мире существуют, грубо говоря, к чему относить те же самые новости, о чем они, да, то есть о какой реальности они, потому что, ну, говорить языком философским, это онтологическое имеет значение. Это картина мира. Вот что такое кинематограф. Ну, вот сравните, какие государство тратило бюджеты на поддержание государственного новостного вещания и на, значит, вот это. Потому что политика в отношении кино была очень простая. Ну, научитесь плавать, нальем воду, как про тот бассейн известный. Который вы пока поучитесь, а как научитесь, мы вам воду нальем. Я сейчас не хочу сказать, что там это правильно или неправильно, но это ничтожные суммы, ничтожные. Значит, кино во всем мире убыточно. Абсолютно. Значит, оно в США убыточно. Потому что это надо разбираться предметно в этом. Ну, мне кажется, огромные публичные деньги вкладываются в кинематограф. Вообще ни один голливудский продюсер не начнет проект до тех пор, пока он не получит минимум 30% бюджета публичных денег, которые не надо возвращать. Значит, в силу особенностей тамошней финансовой системы это не обязательно прямое ассигнование, но это, например, всевозможные бесплатные ресурсы, которые предоставляют или Штаты, или, скажем, тот же Пентагон. Не, ну хорошо. Это налоговые льготы и вычеты на эту сумму. Ну понятно, но смотрите. И так далее, и так далее. Тимофей, да, мы просто, мне кажется, мы пытаемся противопоставить довольно сложно сравниваемые вещи. Ну, например, фильм, я не знаю, какой-нибудь «Зоя», ужасный, на мой взгляд, с точки зрения там, того посыла, который он стоит. Но неважно, патриотическое кино. Мы пытаемся противопоставить совершенно коммерческому продукту, там, каких-нибудь «Мстителей», «Человека-пауков» и так далее, куда дети ходят толпами, это все равно смотреть там с попкорном. Это совершенно разные вещи. И понятно, что первый никогда не будет окупаться, а второй будет всегда, потому что это огромная машина, которая... Нет, он будет не всегда окупаться, не все так прекрасно. Значит, это голливудское кино в огромном кризисе. Значит, это кризис жанра, это кризис... Алло. Да. Да, вы меня слышите, да? Да, прекрасно слышим, это кризис сценарный, потому что по большому счету уже они не знают о чем. Это давным-давно экранизация комиксов, но вопрос уже в том, что закончились комиксы, которые можно экранизировать. Вот, симптоматика это началась тогда, когда, помните, вот вышел такой продукт, ну, грубо говоря, это, может, и раньше было, «Чужой против хищника». Да? Вот был «Чужой», был «Хищник», а потом оказалось, что их надо свести вместе. Да, тут от искусства-то немного, в общем, немного, и вообще... Ну, а ремейки против еще там Кинг-Конга и прочее. Нет, ну подождите, а ремейки по 15-му разу, да? Там один раз ремейки были вообще всегда, потому что, грубо говоря, каждый фильм, который доказал свой кассовый успех, переснимается раз в 10 лет, там,
заново для нового поколения. Ну, которое это его не цирк видело. по жанру. Это как бы, да, это не кино. Это вот Ну, это это развлечение, entertainment, да. Но почему? Кино может быть развлечением, но там оно является только развлечением, больше ничем. Значит, есть огромная проблема, которая заключается в том, что надо собрать, ведь, чтобы продать кино, как американское кино, без этого принципа нашего советского и отечественного, говорухинского, да, что по много раз будем смотреть. Потому что есть смысл это смотреть по много раз. Это вы должны всю аудиторию собрать к дате релиза, выпуска. А если это не получается? А эта аудитория чрезвычайно капризная и неустойчива. Вот. Ее шатают из стороны в сторону, ей предлагают другие развлечения. Вот. И в действительности, это сфера в огромном кризисе. Вы не смотрите на то, что она там шарашит каждый год, так сказать, по-прежнему. Вот. А на самом деле они не знают, куда это дальше развивать. Кстати, оттуда, из сферы кино, очень много и режиссеров, и сценаристов, то есть тех, кто обеспечивает, собственно, содержание, да, культурное содержание этого продукта, они переходят в сериальное производство, потому что только в рамках, Тимофей, у меня был вопрос как раз на эту тему. Могут. Сериалы не показывают Вот у меня театрах, да? Вот, как раз вопрос был на эту тему. Может быть, вот сейчас у нас 2 года пандемии, сейчас у нас там другие напасти всякие разные. В кинотеатры не пускали особо, потом пускали там 25%. И в это время шарашили сериалы, как умалишенные на разных платформах, в том числе и наши, в том числе прекрасные наши, в отличие, кстати, от фильмов наших, которых прекрасных, за последнее время, я не знаю, может быть, там парочка. Вот. И при этом, ведь расходы на сериалы, они сильно меньше, чем расходы на кино. И не надо кинотеатры содержать, и не надо думать, как их заполнять. Ты сделал программный продукт, запустил его и собирай бабло, извините меня, лопатой. Простите за вульгарный язык. Но, тем не менее, это факт. Может быть, все-таки кинотеатры как таковые доживают последние дни, и дальше вопрос платформ? Эта жизнь, как говорится, покажет, что нам на этот счет беспокоиться. Вы же сами сказали только что это бизнес, а что нам тогда переживать за него? Бизнес существует на свой страх и риск. Если это бизнес. Не говоря уже о том, что кинотеатры давным-давно, это много десятилетий назад, не отечественные, а те западные кинотеатры, они, будучи сферой развлечения, в основном-то не от кинопостановки даже получали, не от проката основной доход, а от концессий. То есть от всего того, что там есть. Эти самые фудкорты, попкорн, кока-кола. Вот да. Это торговый центр вокруг кинотеатра, да. Концессия, да. Это центры развлечений, магазины развлечений. Вот, значит, там, и вообще система кинопроката американская. Есть такое там выражение, фильм категории Б, да, или С. Откуда оно взялось? Потому что в американском кинотеатре ты покупал билет на все фильмы, которые идут, начиная там, например, с 19 часов. Вот. Первый фильм 19 часов, который можно посмотреть и пойти домой спать. Да? Это фильм категории А. Вот он просто А, потому что он первый. Понятно. А следующий за ним, это уже Б, потому что ты за него не покупаешь отдельный билет. У тебя билет на всю ночь действительно. Он, соответственно, и в производстве. Я, кстати, не знал. Интересно. Он и в производстве стоит. А есть еще фильмы категории С. Понимаете? И Д. Которые там ночью совсем. Там вообще, да, уже, так сказать, это полная шняга. Тимофей, вот смотрите, немного времени осталось, еще есть острая тема, которую... Знаете, я быстро хорошую новость расскажу. РИА Новости сообщает, что приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России. Вот так вот. Ура. Давай, Трофим, вопрос. Ура. Вот, вопрос следующий. Сейчас вот американцы подводят нас под монастырь с точки зрения того, что то, с чем они же сами и боролись на нашей территории долгое время, сейчас опять процветать будет. Наверное, понимаете, о чем я говорю. Это пиратство и торренты. И мы будем видеть все то же самое кино. Кстати, многие за это время дома себе сделали, кстати, неплохую технику, в которой можно смотреть с хорошим звуком, с хорошей картинкой на большом экране.
как ваше отношение? Будет ли это проблемой для нас? Или наоборот, это будет ответной санкцией, контрсанкцией против американских этих всех вещей? Будет ли разделение? Русское кино лицензионное, американское пиратское. И вот это вот все. Ну, пиратство, оно было, есть и будет, оно процветало. Значит, все попытки защитить, кстати, наш отечественный кинематограф от пиратских просмотров упирались на уровне нашего законодателя в огромное американское лобби, что этого делать не надо. Значит, и, в принципе, пиратство гасило русский кинематограф. Ну, потому что вообще с русским релизом была всегда проблема. Что наше кино пока появляется на пиратских сайтах раньше, чем в кинотеатре. Эта ситуация просто уравняет нас в правах, наконец-то. Уравняет. Я не за то, чтобы... Я не за пиратство, не против него. Это же не от меня зависит. Какой смысл быть против или за? То, что будет, да, мы уравняемся в правах. Значит, и наш продукт, и их продукт будут одинаково подвержены вот этой утечке пиратской. И они потеряют свое преимущество. Потеряют. Это скорее хорошо, чем плохо. А государство как-то должно влиять сейчас на это? Или пусть все на самотек? Или наоборот сказать, а давайте сейчас культивировать пиратство американских фильмов в качестве контрсанкций против их и еще в соседние страны поставлять эти пиратские копии втихаря, чтобы там тоже не покупали и в кинотеатры не ходили. Какая реакция? Это будет зависеть от того, как будет умирать это американское лобби в нашей системе власти, в нашей системе государственного управления. Потому что она пронизана этим лобби. Это не только кино касалось. Это касалось и сферы фармацевтики, еще целый ряд других сфер. По сути, это касалось всех сфер, в которых наш внутренний рынок захвачен чужим продуктом. Это огромное разветвленное лобби. Вот оно сначала должно умереть. Дело не в том, чтобы разрешить пиратство или запретить его, а дело в том, чтобы убрать это лобби сначала. Чтобы мы могли принимать эти решения самостоятельно и осознанно, а не потому, что у меня было такое ощущение, что мы тогда, когда активно занимались этими попытками, так сказать, проломить стену, ты так как в стену головой стучишься, все соглашаются, все кивают и делают по-другому, потому что понятно, что все эти прокатчики, значит, они, так скажем, мягко говоря, спонсируют огромное количество людей и организаций в нашей стране для создания режима благоприятствования своему продукту. Понимаете? Поэтому для нас важно очистить сферу государственного управления от этого лобби, от лобби чужого продукта. Надеюсь, что благодаря прекращению поставок этого продукта это произойдет. Хотя для этого все равно нужны еще и осознанные политические усилия. Обязательно. Тогда действительно мы сможем заниматься осмысленным регулированием этой сферы. А сейчас это регулирование не в наших руках пока что было. Не в наших. Чужих. Я тут не сильно согласен. Мне кажется, что запреты и ограничения не сильно помогут в данной сфере. Может быть, я не прав, но мне кажется, что тут проблемы, собственно, с авторами у нас и с творцами. Вот, например, Тимофей, из российских фильмов что-нибудь свежее, последние 2-3 года, такое, чтобы на вас произвело сильное впечатление, можете назвать? Я думаю, что вы из западных-то не назовете тоже, с этим сложно, у них это вы правы. Я с какого-то момента перестал смотреть кино. Понимаете? Это немножко другое. И это некорректно меня об этом спрашивать, потому что я, как один из производителей, я являюсь в каком-то смысле выродком, да, нетипичным потребителем. Но это не означает, что нет российского кинематографа. Насколько мне память не изменяет, в этом году что-то порядка 100 релизов должно было произойти по нашему отечественному кино. И понимаете, в чем дело? Значит, вот эти все рассуждения, что авторов там нет, это ерунда полная. Значит, это и есть основа того лоббизма, который против нашего отечественного кино. Но вы же не забывайте, что это все-таки еще искусство, это все-таки сфера культуры.
А любая культура растет на избыточном ресурсе, она ни на каком другом ресурсе не растет. Понимаете? Если нет избыточного ресурса, вы никакую культуру не вырастите. Дело не в том, что нужно обязательно государственные деньги на это тратить. Просто в нашей стране, как правило, она не очень богатая, наша страна. Поэтому то, о чем не заботится государство, оно у нас с трудом растет. Но американский кинематограф вырос исключительно на избыточных деньгах. Он вырос на деньгах мафии, на отмывании денег. И, кстати, и сегодня во всем мире значительная часть бюджета кинематографического, неважно в какой стране, оплачивается наличными деньгами неизвестного происхождения. Вот без этого это кино не существует. Давайте мы сейчас откровенно с вами говорим. Значит, это продюсерский факт такой. Поэтому в американском кино есть треть денег публичных, невозвратных, треть денег 30 секунд у нас. черных, которые неизвестно откуда взялись. Ну и там для красоты есть еще, значит, вот то, что типа собрали с инвесторов, которые заранее прощаются с этими деньгами, зная, что они не вернутся. А может быть, это лотерейный билет, который что-то принесет. Вот так это. Спасибо большое. Спасибо, Тимофей, Тимофей. Спасибо огромное.